схваток женщина клянется, что никогда больше не будет беременеть. Чтобы обещает, что переменит свой образ жизни, что больше не болеть, оказаться снова на операционном столе. Также, оказавшийся в адских материнской утробы, живое существо молится Господу и обещает ему, что никогда больше не будет грешить в очах матери и терпеть мук рождения и смерти. Мучаясь в материнской утробе, ребенок испытывает страх перед новым рождением. Но когда чувствует себя здоровым, полным, оказался в этом ужасном положении. Положение. So, living in this frightful condition of life, bound by 7 layers, pray with folded hands, praying to the Lord, who's put him in that condition. Оказавшись в этом ужасном положении, живое существо, покрытое 7 оболочками материальных элементов, сложив ладони, начинает молиться Господу, который поместил его в эти условия. Тамал Кришной Госвами Прабхупадой, Свами Прабхупадой. Quickly prays. Царица Кунти молится. Vishaya Mahagne Purushara Darshana Asara Sabaya Vana Krishna Mide Mide Neka Maharatas Praso Pranyasta Yatas Varashmi Rakshitaha. So she prays Vishan Mahagne Purushara Darshana that our son Bhima has been fed poison. И в этой молитве царица Кунти говорит, что нашего сына Бхиму пытались отравить ядом. Vishnu Mahagne. And we were put into a house and it was set on fire. Вишан Махагне означает, что нас поместили в дом, который должны были поджечь. Purushara Darshana. And when we escaped the house, there was a man waiting outside. Пурушара Даршана означает, что когда выбрались из дома, нас уже ожидал человек, который хотел нас сожрать. Now, most of us, we went through a similar situation. Большинство из нас, если бы оказались в подобной ситуации, we would run to an astrologer. Мы сразу бы побежали бы к астрологу. Is there some gem to counteract this problem? Может быть, есть какой-то драгоценный камень, который можно одеть и избавиться от этих проблем. Но царица Кунти ничего подобного не имела в мыслях. She said, "Vipadakshana takshasvat tatra tatra jagat guru bhavati darsya akhana pradarshana." I wish that we can see these calamities again and again. В молитве царица Кунти говорят, пускай эти беды приходят снова и снова. So, who amongst us, if we get in some problem praying, "Oh Krishna, please make it worse"? Поднимите руки, кто молится точно так же, когда приходят проблемы. Пожалуйста, Кришна, пошли еще больше проблем. Oh Krishna, yesterday my life was too peaceful. О, Кришна, вчера что-то жизнь была слишком спокойная. Could you please send me some misery? Пошли, пожалуйста, какие-то страдания. And misery for all my family. И для всей моей семьи также. Но царица Кунти молится таким образом. Because when she's in such difficulty, when her sons are in such difficulty, they focus their minds on Krishna. Потому что когда она испытывала подобные трудности, ее сыновья оказывались в таких трудностях, она чувствовала. Сосредоточиться на Кришне. Чем больше человек сосредотачивается на Кришне с любовью, тем больше он освобождается от всех материальных концепций и выходит на духовный уровень существования. So that's the difference between a devotee and a non-devotee. Такова разница между преданным и непреданным. Non-devotee is judging his existence by how
much material progress he's making. Материалист, он оценивает свое состояние таким образом, что насколько я продвинулся в своем материальном развитии. The more a materialist forgets that he's a spiritual being, and the more he identifies himself with the gross and subtle bodies, the more he's thinking he's making progress. Чем больше человек забывает о своем духовном существовании, чем больше он погружается в материальное существование, тем больше он думает, вот я продвинулся материально. Queen Kundi prays also, Janmaishvarya Shruti Shrivira Edamana Kudakuman Naivahat Nilvidatum Vai Tvam Akinchana Gochara. Janma means birth. Джанма означает рождение. So, if we're born into a family with wealth, Если мы родились в богатой семье, respectable family, почитаемой семье, or nowadays if you can get a green card to America, или в настоящее время, если вы получили вид на жительство в Америке, at least that used to be some people's goal. по крайней мере, есть много людей, которые к этому стремятся. Может быть, сейчас в Китае лучше, не знаю. Aishvarya, Jan Aishvarya. So, wealth. Следующий пункт – это айшварья, материальное богатство. Prahlad said, money sweeter than honey. Прахлада Махарадж в одной из молитв подтверждает, что для материалистов деньги, они слабы. Professional soldier. Совершенный солдат. The thief and the merchant, they'll risk their very dear lives just to get a little money. Торговец и продавец, они идут на риск. Are you intelligent? Один спрашивает другого, как разумен. So the man's checking his wallet. Человек проверяет свой. The idea is if you have intelligence, you'll have... Иметь разум, значит иметь деньги. And if you have no money, you have no intelligence. Если у вас нет денег, значит и разума тоже нет. Material learning. Следующий пункт шрута – это ученость, материальное образование. So you can that black is white. Если вы можете доказать, что черное – это белое, and white is black, а белое – это черное, then you consider to be learning. вас считают ученым. I'm not a fool. Ну, я уже не глупец. I went to school. Я ходил в школу. I have paper to prove it. У меня даже есть бумага, подтверждающая это. Shri, personal beauty. И Шриби означает личная красота. Somehow or another, everyone wants to become attractive. Все хотят быть привлекательными. So that they can control others. Чтобы контролировать других. So these are considered to be material advancement. Все это считается материальным прогрессом. Somehow or another, get money. Так или иначе заработать деньги. Get some material education. Получить хорошее образование. Have an operation. Провести какую-то операцию. Although you're 90, you try to look like you're 20. Хотя вам 90, вы хотите выглядеть так, как будто вам 20. Somehow or another, try to get ahead in the material life. Так или иначе пытаться двигаться вперед в материальной жизни. But when Kunti says that this is already intoxicating. Но царица Кунти здесь подтверждает, что все это опьяняет. Anyone who's walking around thinking that their body is intoxicated by material existence. Любой человек, который ходит вокруг и думает, что я это тело, он уже опьянен материальным существованием. Just like Prabhupada said, you take some intoxicant, you think you're flying in the sky. Шрила Прабхупада приводит пример человека, который принял интоксикацию, он думает, что он летает по небу. So everyone is intoxicated by their material identification. И сейчас все опьянены этими материальными отождествлениями. As you probably heard the analogy before. Наверняка вы уже слышали эту аналогию. That we look in the mirror. Мы смотрим в зеркало. And we ask the mirror. Спрашиваем зеркало. Mirror, mirror on the wall. Who's the greatest of them all?
Свет мой зеркальце, скажи, и всю правду расскажи, кто красивее, всех сильнее. And of course, we get the information coming from the mirror. И, конечно же, мы от зеркала получаем ответ. My dear fortunate soul, Моя дорогая, удачливая душа, after doing so many pious activities for so many lifetimes, совершив столько благочестивых поступков за столько жизней, now the deity has revealed itself in the mirror. сейчас ты получаешь дар от божества в этом зеркале. Now please serve the deity. И служи этому божеству. Full enthusiasm. С полным энтузиазмом. Your sadhana. И теперь совершай свою сарану, Be the deity. поклоняясь этому божеству. Take a shower. Соверши омовение. This is called abhishek. Называется абхишек. Now clothe the deity. Теперь одеть божество. Make it as attractive as possible to all its devotees. Сделай его привлекательным для всех преданных. Decorate it. Украшай его. Perfume it. Всю парфюмерию используй. Now offer it 6 kinds of food stuff. А теперь предложи ему 6 видов пищи. Now be prepared to go into the world. А теперь будь готов выйти в мир. Spread the glories of the deity all over the world. Называется Санкиртана. Let everyone chant the glories of the deity. Все пели славу, вашу славу. So everyone is the deity. Каждый поклоняется божеству. It's called their material body. И материальное тело. Good. И когда божество хорошее, When it когда оно чувствует feel хорошо, good. мы тоже думаем, где все хорошо, потому что мы любим это божество. And when the deity is in difficulty. Когда божество испытывает трудности, Karuna rasa. Then we feel compassion for it. чувствуем сострадание. In this deity. Итак, наша жизнь погружена в поклонение этому божеству. But actually, the idea of being well, as I said, we're intoxicated by this worship of our material body. Итак, мы все опьянены поклонением этому телу. And then when we try to advance our material, Наше материальное существование. not only will we become intoxicated, Мы опьяняем, we're completely crazy. сходим с ума. Just like we have a fever, Например, если у нас высокая температура 40 degrees. 40 градусов. So the idea is to lower the fever. Идея в том, чтобы снизить эту температуру. But someone else has a friend, they have 41 degrees. Но у кого-то из ваших друзей 41 градус. And they think, why do you have 41 and I only have 40? Вы думаете, а почему у него 41, а у меня только 40? You think you're better than me. Вы думаете, что я лучше? I'm going to get 42. Я тогда до 42 разойдусь. So we're intoxicated by material existence, and now we want to get 42 instead of 41. И поскольку мы определены этим материальным существованием, температуру еще 41 градус. And the problem is that we become so crazy that we cannot chant Hare Krishna with any feeling. И Шрила Прабхупада объясняет, что из-за этого сумасшествия мы не можем повторять Харе Кришна с должным чувством. Who is this Krishna? Кто этот Кришна? I have 42 degrees. Я 42 градуса. How many degrees does he have? У него сколько градусов? The idea is to lower the fever. Итак, смысл в том, чтобы понижать температуру. Amadi Vamadami Vamahiksa Shanti Arjuna Acharya Pasanam Savacham Styriam Atma Vinigraha Indriyarte Shubhairagyam Anahankare Vacha Janma Mritu Jaravyadi Dukkha Doshan Darshana Janma Mritu Jaravyadi. So, birth, death, old age, and disease.
и так это список рождения, смерть, болезни. So who's looking forward to these things? Кому нравятся эти вещи? All they sing, 100 лет, 100 лет. И поем 100 лет, 100 лет. But who sings happy death day? А кто поет счастливой молод смерти? Happy death day to you. Хорошего вам дня смерти. No one's looking forward to death. Никто не стремится к смерти. Do you know what's happening next week? Знаете, что на следующей неделе произойдет? No, what's happening? Что там произойдет? I'm going to die. Я собираюсь умереть. Right, Am I invited? No, you gotta bring the whole family. Вы меня приглашаете? Да, всю семью приводите. We'll have a big feast afterwards. После этого проведите большой пир. So these things are considered to be very inauspicious. Многие считают, что это все неблагоприятно. But actually, without birth, death, old age, and disease, there's no impetus to the advancement in spiritual life. Но если не будет рождения, старости, болезни и смерти, то даже не будет никакого побуждения для того, чтобы приступить к духовной жизни. So the material world is arranged in such a way as to encourage us to get out of material stuff. Материальный мир так устроен, чтобы побудить нас к духовной жизни, через нас побудить к этому. Anyone who's thinking, well, I think I'm going to have a happy life. Да, многие люди думают, да, у меня такая счастливая жизнь. They're either intoxicated or crazy. Они либо опьянены, либо сумасшедшие. Or a combination of both. Или комбинация того и другого. There is no happiness in material life. В материальной жизни нет счастья. And without understanding what the cause of misery are, Если мы не понимаем, в чем коренная причина наших страданий, then there's no way of getting out of material existence. тогда нет никакого способа, как выбраться из материального существования. Because we may suffer. Потому что мы будем страдать. And everyone is suffering. И все остальные страдают. But we keep on going, trying to chew what's already been chewed. Мы пытаемся пережевывать то, что уже давно было пережевано. Because we were not engaged in Krishna consciousness. Потому что мы не вовлечены в сознание Кришны. Then we have to look for happiness somewhere else. Тогда мы пытаемся искать счастье в другом месте. Material existence means yayate vishayam pumsam. That when we're bored. И смысл материального существования в том, что это вишаян пумсам. When we have to make a choice. Но постоянно приходится делать выбор. It's either the Moscow time or Srimad Bhagavatam. Приходит московское время для того, чтобы проводить Шримад Бхагаватам. And we think, well, I already read the Bhagavatam. Я уже давно читал Бхагаватам, думаю. It's the same old thing. Постоянно одно и то же. Some mythological stories. Просто какие-то мифологические истории. Man called Krishna, black man called Krishna. Черный человек, которого называют Кришной. So let me find out what's actually going on. Нужно на самом деле найти, в чем смысл. Let me read the Moscow Times. Может быть, почитать московские новости. Find out what's really going on. Понять, что же на самом деле происходит. Who stole what from whom? Кто у кого чего украл. Who got divorced? Кто получил чего-то. What country was declared war on which country? Какая страна объявила войну другой стране. Something exciting, something enlivening. Что-нибудь вдохновляющее, оживляющее такое. Find out how many other people died. Сколько там умерло людей. They died. Так они умерли. But I'm still alive. А я еще продолжаю жить. So I'm a good person. Так что я хороший человек. They're dead. Они уже They're мертвы. bad. Они плохие. See, I'm better than them. Я лучше, чем они. They're suffering there. Они там страдают. But I'm enjoying А here. я наслаждаюсь. I'm good. Я очень хороший. And they're bad. Они плохие.
So we start contemplating the objects of the senses. Итак, мы начинаем созерцать объекты чувств, Try to see something that will make me happy. пытаясь найти, что же меня сделает счастливым, Which means which will make my body happy. что сделает, точнее, мое тело счастливым, Satisfy my mind. как я смогу удовлетворить свой ум. And above everything is my false ego. И превыше всего мое ложное эго, To prove that I'm better than everyone else. которое помогает мне доказать, что я лучше других. Fools. Все остальные глупцы, They deride me. они меня осуждают. At my descending in this human-like form. Я не зашел в этой человеческой форме They жизни. don't realize that soon I'll be the Lord of all that И be. они не понимают, что скоро я буду господствовать над всем сущим. I'm patient. Я очень терпелив. I've been here since time immemorial. Я здесь с незапамятных времен, Trying to become God. пытаясь стать Богом. And I'm going to keep at it Я буду продолжать эти until I попытки, finally achieve what I want. пока я не достигну поставленной цели. So with such determination, Вот такая решимость. we look around for something that will make me happy. Мы пытаемся найти что-то, что сделает меня счастливым. Prove to the world that I'm actually God. Доказать всему миру, что я Бог. I Я знаю, am the controller. я все повелеваю. Ishvaraham aham bogi siddhaham balavam. I am the enjoyer. Ishvaraham. Ишварахан, я повелитель всего. Aham bogi, I am the enjoyer. А боги, я всем повелеваю, наслаждаюсь. Controller, I am the enjoyer. Я контролирующий, наслаждающийся. Siddhaham balavan sukhi, I am perfect. Сидхагам, я совершенен. You dare say I did something wrong. Вы осмелились сказать, что я что-то неправильно сделал. That's the worst thing you can ever do. Это самое худшее, что вы могли сделать в своей жизни. Siddhaham balavan, and because I'm so powerful. Балаван, я такой I могущественный. wave my hand and the demigods, they shiver and Я fret. просто поднимаю свои руки, полубоги дрожат в ужасе. And what happens? Что происходит? We fall in love. Мы влюбляемся. Oh, there is the goddess of fortune. Вот богиня удачи. Now she's appearing before me. Она явилась передо мной. There is two-handed Narayan. Двурукой Нараяна. He'll protect me. Она будет меня He'll защищать. give me everything I want. Будет давать все, что я пожелаю. So then we say love is there. И мы говорим, да, вот твоя любовь. Mickey Mouse meets Minnie Mouse. Микки Маус, значит, маленькая мышка. Romeo meets Juliet. Ромео и Джульетта. Tarzan meets Jane. Другие пары. Tarzan meets Jane. Tarzan. Тарзан и Jane. Джейн. Leaves her, goes away from her. И уходит. He found a more beautiful monkey Находит более красивую обезьяну in Vrindavan. во Вриндаване. So then comes lust. Oh, I can't live without her. И это называется вожделение. Я не могу без нее I can't жить. live without him. А я без него не We're going to могу be жить. so happy Мы together. будем так счастливы вместе. And then everything begins. Тогда все начинается. Give me a house. Дай мне дом, Give me a wife. жену, Give me a color TV. цветной телевизор And a house by the sea. и домик на берегу моря. Om Jai Jagadisha Hari. Общая загадишка такая любимая мантра здесь в Индии. Then greed is there. Столько жадности. Buy a house. Купи дом, Fill it up. наполни его. And then get a big one. Теперь побольше. Fill that one up too. Опять его наполни. Show the world who's actually God. Покажи всему миру, кто Бог, Who actually has who's living in Vaikuntha. кто уже живет на Вайкунтхе, Whose car is actually Garuda. чья машина на самом деле Гаруда, Whose children actually expansions. чьи дети являются его экспансией.
And then comes anger. Затем приходит гнев. My wife runs away with some other man. Жена неожиданно убегает с другим мужчиной. My husband has 3 girlfriends. Или у моего мужа появляются 3 подружки. And I'm not one of them. И я не включена в этот список. My house is falling apart. Мой дом начинает разваливаться. We can't pay the rent. Не можем даже заплатить Frustration квартплату. after frustration. Одно разочарование за другим. And what happened? Что We происходит? surrender to God. Дальше мы что, предаемся No, we Богу? create a whole scenario. Нет, мы создаем свой сценарий. I'm a victim. Я жертва. Actually, I'm a good person. Я хороший человек. God is bad. Но Бог плохой. He's doing bad things to good people. Он с хорошими людьми такие плохие вещи делает. We create a whole scenario, a whole drama going on. Мы создаем целый сценарий, целый спектакль устраиваем. And it doesn't matter who we are, we're always the hero or the heroine. Независимо от того, кто мы есть, мы пытаемся создать. Even we're the victim, but we're the good victim. Даже если я жертва, я хорошая жертва. And then we forget what's actually going on. И так мы полностью забываем реальность. We forget how we got into this miserable condition. Мы забываем, как мы опустились до таких страданий. It wasn't the cocaine and the heroin that I took yesterday. Это был не кокаин и героин, который я вчера принимал. It's not that I ate 3 plates for the Sunday feast. И не из-за того, что я вчера 3 тарелки просада съел на первую. Therefore I feel sick. И теперь чувствую такое болезненное состояние. No, I was just an innocent victim coming back from the feast. Нет, я просто невинная жертва, которая с пира вот And someone возвращается. sneezed. Someone sneezed. Кто-то меня вот заговорил или And что-то. the vicious germs entered into me. Или эти злокозненные микробы проникли в меня. That's why I feel so sick. Поэтому я так себя чувствую Innocent болезненно. Невинная жертва. Maybe the 3 plates of prasad have something to do with it. Может быть, конечно, вот эти 3 тарелки просада, которые я съел, как-то повлияли тоже. Especially since one place had 50 pakoras on it. На одной тарелке было 50 покоров. But no, it's not possible. Нет, это невозможно, что это повлияло. I'm a victim. Я просто жертва. Forget what actually happened. Мы забываем, в чем истинная причина. We can't trace back our cause of suffering. Мы не можем уже проследить причину своих And we страданий. blame it on everyone else except for ourselves. И мы обвиняем всех остальных, кроме себя самого. And then we think, all right, I feel bad, but you gotta live. И мы думаем, ну сейчас я себя плохо чувствую, ну ничего, скоро пройдет. Another couple of pakoras couldn't hurt. И уже пару покор не помешает. 52 is a lucky number. 52 это вообще счастливое число. So we lose our intelligence. Мы полностью утрачиваем разум. And we get more and more involved in material existence. И все больше и больше погружаемся в материальное существование. So one should know one is suffering is because one deserves to be suffering. И мы должны понимать, что страдания приходят к нам вполне заслуженно. And good. И что эти страдания приносят нам благо. A lot of times devotees come and they say, oh, I'm suffering. Очень часто преданные приходят, жалуются, я страдаю. Good. Очень That's хорошо. perfect. Совершенство. I'm always sick. Я все время болею. Well, that's great. Это вообще замечательно. You know how you're practicing for the time of death. И You're practicing so you'll be expert at the time of death. вы практикуете, поэтому вы будете экспертом в момент смерти. Вы пытаетесь вспомнить о Кришне в момент страданий. So at the time of death, there will be no problem remembering Krishna. Тогда вам не сложно будет вспомнить Кришну в момент смерти. You're suffering so much. Вы сейчас так сильно страдаете. The time of death will seem a relief. Но тогда момент смерти для вас будет облегчением. You'll happily remember Krishna. Вы очень счастливо будете помнить о Кришне. So suffering is very good. Поэтому страдание это очень хорошо. Prabhupada, when Srila Maharaj was talking to Prabhupada one time, Однажды Сваруб Дамодар Махарадж разговаривал с Шилой Прабхупадой. Srila Damodar
Maharaj was talking about the people in some places where they're starving to death. И они разговаривали о тех людях, которые голодают. So most people would say, oh, that's horrible, oh, that's poor people. И многие говорят, ужасно, как эти люди страдают. No, Prabhupada said, oh, that's very good. Что Прабхупада сказал, так это же очень хорошо. He said, just like in a hospital. Как в больнице. The doctor says, fast, you have to fast to cure your disease. Доктор говорит, вам придется поститься, если хотите вылечиться. So that's good for the patient. Хорошо для пациента. Not that you feed the patient food. А не так, что пациент болеет, а вы его кормите и кормите. That's very bad. Очень плохо. Prabhupada had the experience. Что у Прабхупады был этот опыт. He had neighbors. His neighbor had 2 children. У его соседей было 2 детей. One of the children was 5 years old. One very small child, 3 or 4 years old. Одному из детей было 3-4 года, совсем маленький. The other was 8 years old. А второму было 8. So the 4-year-old child got typhoid. И этот младший ребенок заболел тифом. So when you have typhoid, you have to fast. И когда вы заболеваете тифом, нужно поститься. So the mother forbid the 4-year-old child from eating anything. И матушка запретила этому младшему ребенку кушать. So the 4-year-old child told his elder brother, "Mother is starving me." И этот младший сын пожаловался старшему: мать заставляет меня поститься. Please give me something to eat. Дай мне что-нибудь поесть. So the 8-year-old child got him a samosa. И 8-летний старший брат, он принес ему самосу. And he was giving it to his brother. Передал ее своему брату. And his mother found out. И тут об этом узнала мать. She didn't say, "Oh, you're so kind." И она не сказала: о, ты так добр. You're feeding your poor starving brother. Кормишь своего бедного голодающего брата. No, she started to beat her 8-year-old Она child. начала бить этого старшего сына. Why are you feeding your child? Негодяй, ты чего кормишь его? So in the material world, people are thinking, "Oh, we're in such difficulty; it's very bad." Люди в материальном мире очень часто думают: о, сейчас такие трудности, это очень плохо. But actually it could be very good. Но на самом деле это может быть очень хорошо. If one has some intelligence and realizes why one is suffering. Если у человека достаточно разума, и он понимает, почему он страдает, And take shelter of Krishna. и принимает прибежище у Кришны, Then we make so much advancement. тогда он сможет так продвинуться. An intelligent person, they learn by hearing. Умный человек, он учится слушая. Therefore, tate nukampam susamikṣamano punjana eva akitam vipakam tad ridbadbhir vididannaste jivetisan bhukti siddhes jivetisan yo bhukti siddhes daiva. So, tate nukampam. So, tat that. Hey, your anukampam, your mercy. Те анукампам означает твоя милость. Su means very nice. Su means very big. Означает увеличение. Iksha means to see. Икша означает видеть. Mana means the mind. Мана означает ум. So one's mind is open and one can see things in the proper perspective. То есть эта строка означает, что когда ум открыт, человек может видеть вещи в их истинной перспективе. Then, tatenukampam susamikṣamano bhujana. So, means everyone is enjoying. Буджана означает, что все пытаются наслаждаться. Enjoying means experiencing. Пытаются получить это чувство. So, in the material world, we're enjoying our suffering. В материальном мире мы в качестве наслаждения принимаем страдания. Bhunjana evatma kritam vipakam. Vipaka means our sinful activities. Випакам означает последствия наших греховных поступков. Whether we're Brahma or we're an insignificant ant,
Независимо от того, кто мы, Брахма или незначительные насекомые, everyone is sinful. каждый из нас имеет свои какие-то грехи. Either we did pious activities or impious activities, we're still sinful. Совершали ли мы благочестивые поступки или греховные, мы все равно греховны. Because we've forgotten Krishna. Потому что мы забыли Кришну. We've stolen from Krishna. Мы воруем у Кришны. We're trying to utilize our energies to please ourselves rather than Krishna. Мы пытаемся использовать его энергию для собственного наслаждения, для того, чтобы удовлетворять Кришну. Therefore, everyone in the material world is a thief. Поэтому в материальном мире каждый является вором. Whether Brahma or the insignificant ant. Независимо от того, кто он, Брахма или незначительный муравей. And the material nature is punishing us. Поэтому материальная природа нас наказывает. We're stealing from Krishna. За воровство у Кришны. So when one realizes that, then one is actually seeing things properly. Если человек осознает это, он видит вещи в истинном свете. And therefore, when any circumstance, one will call out to Krishna to help one. Намасте означает, что тогда в любых обстоятельствах человек начинает взывать Кришну. Чтобы он возвысил нас до духовного уровня существования. So that we don't have to again falsely try to do, we can remain fixed in our service to Krishna. Чтобы мы утвердились в своем служении Кришне. And become honest citizens of the spiritual world. И стали законными жителями духовного мира. So an intelligent person, they learn by hearing. Так, разумный человек учится слушая. And a person who's not so intelligent, they learn by experience. Те, кто не так разумны, они учатся на опыте. So, as we suffer in the material world, we so-called enjoy. По мере того, как мы продолжаем испытывать страдания в этом материальном существовании, пытаемся наслаждаться, We should remember ourselves as the servant of Krishna. мы должны постепенно осознать, что мы являемся слугами слуг Кришны. Then, Viveda San Mukti Pade Sadaiva. Then we become worthy of going back to the spiritual world again. Дживата Муктипада Садайвак означает, что мы становимся достойны в этом случае вернуться в духовный мир. So there are some problems. Есть проблемы. As they said, Queen Kunti was praying for problems. И, как мы уже упоминали, царица Кунти просит, чтобы их было больше. We're much more fortunate than Queen Kunti. Но нам больше повезло, чем царице Кунти. We don't have to pray for problems. Нам даже не нужно молиться об этих проблемах. We're guaranteed to have so many problems. Они нам гарантированы, столько проблем приходит. With or without prayers. Даже без всяких молитв. But we should try to remember Krishna. Но при этом мы должны помнить Кришну. And go on with our service to Krishna. И продолжать наше служение Кришне. Then we'll no longer see birth and death. И тогда мы больше не увидим рождение и смерть. And there'll be no more problems. И больше проблем не будет. So, спасибо. Если вопросы? Вопросы, пожалуйста. Да. Правильно ли я поняла, что... Так, я поняла правильно, что страдания к нам в материальном мире приходят под разум. То есть, если человек разумен, он погружается в преданное служение, то страдания они меньше. Вот. Или там карма все равно как-то догоняет, или Кришна эту карму убирает. То есть страдания — это критерий того, что у нас не хватает разума. Is suffering the sense that we are like who absorb the devotional service? Does it mean that he would suffer less, or is it correct understanding that she has got? Well, we should do things that cause our suffering. Мы совершаем поступки, которые приводят к страданиям. Not that we think, I'm not suffering very much. Не так, что мы говорим, я теперь не страдаю. There's a nice thumbtack on the floor. Thumbtack, you know, thumbtack. Вот просто такой хороший торчит шип из пола. Let me step on it a few times. Давай-ка пару раз на него наступлю.
increase my devotional service. чтобы увеличить мое преданное служение. Oh, Krishna! No, we shouldn't do things unnecessarily to cause suffering. Мы своими поступками не пытаемся призывать страдания. Suffering will come of its own accord. Они и сами по себе придут. We don't have to work for it. Нам не нужно будет прикладывать But we усилия. do have to work to become Krishna conscious. Но нам нужно приложить усилия, чтобы стать сознающими Кришну. So while we're struggling for material existence, Пока мы боремся в материальном существовании, we can do the things that will help us become Krishna conscious. одновременно мы должны попытаться сделать что-то, что поможет нам в сознании Кришны. Just like all of us in the human form of life, Как все мы в этой человеческой форме жизни, we can do anything today that we want practically. мы практически можем делать что угодно. You can go down to Loi Bazaar, Можем пойти на Лой-базар, go to the sweet shop, зайти в магазин сладостей, sit there all day, просидеть там целый день and enjoy и пытаться наслаждаться, and suffer. потом страдать. Or you could do something else. Или, You could buy a rickshaw, motorized rickshaw, или можно купить моторикшу drive it around. и ездить тут вокруг. Get 40 rupees every time you bring someone down to Loi Bazaar. И зарабатывать 40 рупий каждый раз, когда кого-нибудь подвезли до Лой-базара. Or you can walk around here and smell all the flowers. Или можно ходить вокруг и вдыхать аромат цветов. Or you can go to this park and you watch the birds. Или пойти в парк, понаблюдать за птицами. So, or we could come here and we can chant Hare Krishna. Или мы можем то же самое время потратить на то, чтобы повторять Харе Кришну. Now, even when we're chanting Hare Krishna, it's not that the weather will change. И не так, что если мы повторяем Харе Кришну, тут неожиданно станет хорошая погода. It was 31 degrees. 31 градус. I started to chant Hare Krishna. Я вот начал повторять Харе Кришну. Indra lowered the temperature. И Индра убавил температуру. I ate too much yesterday. Вчера переел. I started to chant Hare Krishna. Начал повторять Харе Кришну. Agni came. Agni. И тут огонь разгорелся. And digested all my food. И переварил все, что я съел. Now I'm ready for the next feast. Теперь я готов к следующему пиру. Now we chant Hare Krishna. Maybe we'll begin to remember Krishna. И если мы повторяем Харе Кришну, то, возможно, у нас появится способность помнить о With love Кришне and devotion. с любовью и In преданностью. spite of whatever our material condition. Несмотря на все эти ужасные материальные условия. So the material miseries may not go away. Поэтому, может быть, материальное страдание и не уменьшится. But will go away from the material miseries. Но мы уйдем от этих материальных страданий, If we put our consciousness on Krishna. если мы поместим свое сознание в Кришну. Yes. Почему предаться Кришне? Could you please explain what does it mean to really surrender to Krishna? Как это на практике? Practice. I have no idea. Понятия не имею. Well, if you want to see what the best we can do is see Prabhupada. Prabhupada. Самый лучший пример, который мы можем взять, это Шрила Прабхупада. You can watch the movies of Prabhupada. Смотрите фильм про Прабхупаду, Then you can see what. Read the books. Read читайте. about Prabhupada's life. Тогда вы увидите, что это значит. И также читайте книги о жизни Шрилы Прабхупады. That's as close as I can get. That's as close as I can get. Это вот то, к чему я пришел. And there's so much theory, but Prabhupada shows it in practice. Есть много теорий, да, мы их читаем, но Шрила Прабхупада показывает, как это все выглядит на практике. One more question, yes. Харе Кришна.
Спасибо большое за замечательный просветительный класс. А в материальном мире все находятся в покровной иллюзии, и как получается так, что джива, как в чреве матери, может получить такое просветление. То есть в чем здесь секрет? Что он начинает мыслить? Everyone is covered by illusion in the material world. How Jiva, which is in the womb of the mother, is got enlightened and starts to pray. How it happens? Этот Джива получает просветление по милости Кришны. And by the good deeds of that Jiva's soul, of the good pious deeds of that soul. По благочестию. It's not everyone. Не все получают такое просветление, только особые души получают. That's why he's in the Bhagavad. Поэтому эта душа упоминает. Our last life in the womb probably won't make it to the Bhagavad. Наша прошлая жизнь наверняка не войдет в Бхагаватам. Спасибо. Грандарай Шримад Бхагаватам ки джай.